Ну что, сегодня у нас не самый простой узор, но он, в принципе, легкий, но непростота его заключается в том, что нужно будет переставлять петли с лицевых на изнаночные. Это процесс не самый быстрый, и нетерпеливым он не подойдет. Переставлять петли нужно будет вот таким петлеуловителем. Или у меня есть еще вот такая штука. Двухголовый петлеуловитель. Купить его можно на AliExpress. Я дам ссылочку в описании. Вот. И, конечно, вам понадобятся декеры. Хорошо, если у вас будет такой вот пятиушковый. Ну, обычные, которые идут в наборе к машине, тоже подойдут. Просто с этим чуть быстрее и чуть удобнее. Так, это все, что нам понадобится. И, конечно, вам понадобится моя схема. Выглядит она вот так. Этот узор у меня на 12 петель. И я не стала ничего в нем менять, потому что поменяется его форма. Тут по обозначению ничего нет сложного. Точечки это изнаночные, лапки это убавка, это 3 петли вместе. И средняя петля должна быть сверху по лицевой стороне. Это убавка с наклоном влево, это убавка с наклоном вправо. Что дальше? Какие у нас дальше действия? Дальше у нас действия, мои любимые, размечать машину. Опять я скажу и не устану это повторять в каждом видео, что нужно взять маркер, смывающийся на спиртовой основе. Если вы покупаете такой маркер впервые, пожалуйста, проверьте его в магазине или спросите продавца, действительно ли он смывается водой, просто чтобы не испортить машину. Я вас предупредила. С машины он стирается или влажной салфеткой, или даже просто резинкой. Но у меня такая резинка, прошу прощения, но вот такая вот она у меня уже стертая, обтертая об машину. И, конечно, вы когда стираете эти полосочки, вы сдуваете от машины. По разметке. Значит, мы считаем, вот она у меня нарисована в эту сторону, значит, от середины налево, и так я и размечала. Значит, вот отсюда идет первая петля. Куда показываю? Так. Тихо. Вот отсюда идет первая петля. Нам нужно отметить те петли, которые у нас, от которых мы будем переставлять и к которым мы будем переставлять. Значит, мы будем переставлять от 6, вот вы видите, вот это отсюда, и к 12. Значит, я отмечаю 6, 12. И по той же логике продолжаю в эту сторону. И в эту сторону тоже. Вот смотрите, между ними, между отметками, по 5 игл. Значит, чтобы не запутаться в отметках, одни я делаю короче, другие длиннее. От которых я переставляю, я делаю короткими, к тем, которым я переставляю, я делаю длинными. Давайте же приступим к вязанию. Значит, узор у нас начинается вот от 1, 2, 3, 4. Так как я
провязала для того, чтобы разобраться, что это будет. Я провязала еще, получилось первые ряды. Первые ряды. То есть, смотрите, вот это первый, второй, третий и четвертый у меня уже на машине. Вязать начинаем мы сейчас от 5-го ряда. Как это вяжется? Я провязываю ряд, переставляю петли и за ним провязываю простой ряд. И потом опять ряд, меняю петли, провязываю простой ряд. В принципе, вы часто у меня это видели на канале. Отличие этого узора в том, что не нужно будет спускать и поднимать петли между раппортами. Ура, ура! Ну, зато другая история. Итак, я провязываю 5-й ряд. И начинаю переставлять петли. Как тут у нас происходит процедура? Значит, я беру пятиушковый декер и переставляю от коротких рисочек к длинным. То есть, вот получается, отсюда, у меня получается вот отсюда, сюда, отсюда, сюда. Вот как это выглядит. Отсюда, сюда. Вот у нас на длинных рисочках получается по 2 петли. А теперь получается 3. А здесь образовывается ажурный глазок. Здесь мы переставляем с этого края. С краями нужно быть аккуратнее, потому что если вы собираетесь вязать носок, ну, если это у вас носок, вам нужно будет совместить полотно. Значит, получается, здесь у нас идет косичка, а здесь просто убавки. То есть следите за тем, чтобы у вас здесь была косичка, то есть косичка у нас образовывается 3 петлями. Значит, с этого края я переставляю. Так. И вот у нас 3 петли на этой игле. Но, получается, эта игла у нас пустая. Пустая она оставаться не должна. Обязательно соблюдайте количество игл, чтобы у вас не скашивался край. Получается, у вас же будет полотно уменьшаться, если вы не будете добавлять эту петлю обратно. Вот. С этой стороны. Значит, здесь мы продолжаем все так же. От маленьких рисочек к большим мы переставляем петли. Сейчас дойду до того края и скажу, что там. Значит, здесь нам же нужно все равно сделать эту дырочку, но здесь уже не должны собираться на этой игле петли. Таким образом мы просто переставляем все, вот, все на одну. Все на одну. Вот я добавляю иглу. Их все переставляем. Эти петли. И опять-таки мы соблюдаем количество игл. Здесь же получается теперь 31. Значит, обратно крайнюю на 30-ю. Там будет 2 петли. Это ничего страшного. Это край, который вы потом закроете, который никто не будет видеть. Теперь проверяем. Здесь 2, здесь 2, здесь 2, здесь 2. Отлично. Теперь нам уже нужно еще по одному ажурному глазку сделать. Это мы будем переставлять, где мы двухушковый декер. Это лишнее.
это лишнее повыбрасывать. Так, пятерку пока откладываю. Теперь, значит, здесь, вот здесь должна быть дырочка, да, через одну петлю. Значит, берем, теперь переставляем влево на одну петлю. Так. И здесь тоже так же. Вот. Получается, рядом с вот этими, с тройной убавкой, получается двойная. Так и должно быть. Так формируется рисунок. Тоже может служить вам ориентиром, что вы все правильно делаете. Самоконтроль в нашем деле очень важен, потому что можно что-то пропустить, а потом оно окажется на самом видном месте. Да-да. Так, что тут? Ага. Я тут не допереставила иглу петлю. Вот. И здесь должна теперь получиться еще четвертая. И здесь, в принципе, как во всем ряду, я беру, переставляю вот эти две петли. И получается, вот там вот, где должна быть косичка, вот здесь вот эта двойная убавка. Все правильно. Проверяем, здесь у нас 29, здесь 30, здесь 4, 4, 4, 4. Прекрасно. Мы молодцы, мы справились. Это был 5-й ряд. Теперь провязываю 6-й и 7-й. Наверное, внимательный зритель уже заметил, что там в 7-м ряду. А в 7-м ряду абсолютно то же самое. И нам нужно провязать еще таких вот повторов. 1, 2, 3. В общем, всего 4 повтора. Я сейчас провяжу еще раз это все уже без комментариев. Поставлю на ускорение. Двойное, тройное, неважно. Остальное провяжу уже за кадром. И вернусь к вам, когда я начну вязать вот эту вот часть. Вот эти 5 рядов. Я к вам вернусь. Итак, вот готов мой 11-й ряд. Вот такая вот красота получается. Теперь, как я уже говорила, нужно провязать 5 рядов. Значит, я буду вязать 5. Если у вас нет вот этой штучки, вот этой вот, значит, вяжите сначала 3,
И потом каждую петельку вам нужно перевернуть. Если у вас штучка есть, вяжите 5 и потом спускайте по 3 и поднимайте. И поднимайте, в общем, вы поняли, через ряд. Я вот думаю, как мне сделать. Давайте я сначала провяжу 3, подниму, переверну петли вместе с вами, половину, а потом остальную половину уже сделаю с этой штучкой, тоже вместе с вами. Значит, сейчас я вяжу 3 ряда. Декеры мне уже не нужны, наверное. 3 ряда. Раз, 2, 3. Я думаю, вы знаете, как это делается, но вот у меня есть декер поменьше, есть декер побольше, который поменьше, это для 7 класса. Хотя у меня нет машины 7 класса, я о ней только мечтаю. Но декер у меня уже есть. И для 5. Есть где-то еще для 3, но нам он сейчас точно не нужен. Как переснимаются эти петли? Не самая приятная процедура, конечно, но необходимая. Поддеваю предыдущий ряд. Вот так вот ввожу петлеуловитель, спускаю петлю и поднимаю ее обратно. Только она уже выглядит у меня как лицевая. И так вот каждую. Спускаю, поднимаю. Здесь я оставила все как было. И теперь, это у нас получается 14 ряд, вяжу 15 и 16. И в этом ряду у нас абсолютно та же самая процедура по переворачиванию петель. На этой стороне я переверну их так же, как и раньше, по старинке, по одной. А потом покажу, как я со своим приспособлением, я его называю двухголовый петлеуловитель, покажу, как легко, гораздо легче и быстрее это все происходит с ним. Вот. Продолжаю здесь ту же процедуру, что и в 14 ряду. Так, вот я подняла эту сторону, видите, да? И теперь с помощью вот этого петлеуловителя я буду поднимать эту. Теперь что нужно сделать? Считаем 1, 2, 3, под третью вставляем, спускаем петли и поднимаем. 1, потом тоже такое коромысло. 2 и обратно его. 3.
совсем без затяжки трудно. Потом повешу все-таки вот кошечку. Пошли дальше. Считаем 1, 2, 3. Спускаем и поднимаем. 1, 2, 3. Спускаем. 1, 2, 3. Так. Вот такой вот принцип действия. Можно, наверное, еще эту штуку назвать челноком. Как считаете? Ну, в общем, вы поняли? Я думаю, что так гораздо быстрее получается. Тоже не супер быстро, как хотелось бы, конечно. Ну. Что имеем? Получается, что нам эта штука заменяет вторую фантуру. Я так думаю, я не знаю, вот скажите мне, я правильно думаю, что по сути этот петлеуловитель заменяет собой функции второй фантуры. Может быть, я ошибаюсь. У меня недостаточно сведений, потому что машинка у меня только такая, вот, которую вы видите. А двухфантурной я могу только... Что я сделала? Могу только мечтать. Замечталась. Вот так вот мы и работаем. Как говорится, красота требует жертв. Вот. Это жертва. Это время. Ну что, я поздравляю вас, нас, всех с тем, что мы наконец закончили этот блок с подъемом петель. Или петель, кому как нравится. Вот какая красота получается с изнанки. А какая красота получается с лица. Просто заглядение. Продолжим наш следующий блок. Он гораздо легче этого. Его единственное различие от предыдущего, что не нужно будет еще переставлять здесь петли дополнительно. То есть сразу можно брать крючковый декер и радоваться жизни, переносить сразу группами эти петли. Давайте и начнем. Я повешу обратно груз. Надо ровненько повесить. Нормально. И кошечку оттуда вы. Что нужно сделать? Это у нас 17 ряд. Провязываем.
Здесь все просто. Переставляем от маленьких рисочек к большим. С краями у нас здесь тоже такая же история. Нужно соблюдать косичку, поэтому я переставляю все 5 петель и потом обратно на 29-ю навешиваю петлю из предыдущего ряда. Так. Важно не забывать. И здесь я сделала, продолжаю здесь, на этой стороне. Угу. Сейчас уже неудобно немножко. Нужно просто все петли сдвинуть вправо на одну. Все петли сдвинуть на одну. Так. Эту я тоже переставляю. Вот у нас получается 2. И не забыть с 31 на 30 вернуть петлю. Вот так. Соблюдаем количество петель и задвинуть иглу. Если вы ее не задвинете, просто провяжется еще одна дополнительная петля. Это, конечно, не страшно на краю, но лучше соблюдать порядок. Так, вот все, это все, что нужно сделать. И следующий ряд я просто провязываю. И за ним еще один, в котором я буду делать ровно те же самые действия. Это я делала в 17-м, теперь 19-й. И, как вы видите, еще 3 раза повторить. А потом узор начинается опять точно так же, как он был провязан в этой части. Я довяжу этот блок до конца и потом к вам вернусь. И вот 23 ряд готов. Вот такая красота, сейчас покажу, получается. Вот. Как хорошо сразу вот все получается, и не нужно ничего не спускать, не распускать, не поднимать. Вот. Сейчас я провяжу еще, наверное, один повтор. Я хочу, чтобы у меня получился квадратный образец. И встретимся уже, когда у меня будет на руках готовый образец. Прежде чем попрощаться, хочу вам сообщить, что я запустила сайт, на котором вы можете найти все узоры, которые я собираюсь провязать в ближайшем времени и опубликовать на канале. Ссылку я разместила под видео. Также эту ссылку вы можете найти в Инстаграме. Заходите, и, может быть, какой-то узор вы захотите увидеть первым, вы можете мне об этом написать. А в этот раз у меня получился вот такой узор. Если видео оказалось для вас полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, заходите на сайт, заходите в мой Инстаграм, и впереди будет еще много интересного и полезного. Спасибо, что посмотрели. Пока!